Здравствуйте! Сегодня мы посетим один из самых красивых замков Германии. Это Мариенбург. Этот прекрасный средневековый замок, словно в сказке, стоит на вершине холма Мариенберг. Высота этого холма 135 метров. Вот этот замок, прекрасный, красивый замок, находится в 20 километрах к югу от Ганновера, в земле Нижняя Саксония, в Германии. И вот сейчас, буквально через несколько минут, мы окажемся уже в самом этом замке. Вот мы подъехали, оставили машину на бесплатной парковке и направляемся к замку. Замок перед нами предстал с северной стороны. А путешествуем мы сегодня тем же составом. 4 взрослых и с нами маленький ребенок Милана, который 2,5 годика. Вот. И шаг за шагом мы приближаемся к этому замку. Очень много посетителей. Мы идем в замок. Навстречу нам люди возвращаются уже из замка. И вот, оказавшись перед входом, перед этой высокой аркой, которая ведет во внутренний двор замка, уже нет слов, чтобы выразить восторг этой красотой, величием, роскошью. Вот прям все покоряет с первого взгляда, буквально все. Такая красота. Входной билет для взрослых стоит 9 евро. Вот такие высокие ворота, а на ручке сидит не лев, как обычно, а собака. И я по традиции потрогала за ручку. И идем дальше вовнутрь. И вот буквально только вступив во внутренний дворик, уже поражаешься красоте и величию. И честно вам хочу сказать, вот это дерево справа с синей подсветкой, честно говоря, думала, что это цветы на дереве. Так все красиво. Очень красиво. Очень много фотозон. Все снимаются, фотографируются. У всех хорошее настроение. Этот романтический замок очаровывает посетителей, нас, туристов, разнообразием фасадов и форм всевозможных башен. Этот замок Мариенбург был построен в период с 1858 по 1867 год. Он был построен Георгом V, это последний король Ганновера. Этот замок Георг V строил в качестве подарка на день рождения для своей супруги, королевы Марии. Замок с 1866 по 1945 год стоял необитаемым. Во время Второй мировой войны множество предметов искусства были перемещены в замок Мариенбург для сохранности. После окончания войны сюда переехал с семьей внук Георга V, и замок до сих пор принадлежит им. Но надо сказать, что Георг V сам замка не видел никогда, потому что он был слеп. И специально для него был сделан макет, чтобы король на ощупь мог получить представление о том, каким будет замок его жены. Вот представляете, как бывает. А сейчас мы видим самую высокую елку, которая находится во внутреннем дворике. Какие здесь огромные шары золотого цвета, красного цвета. И елки такие все пушистые, красивые. И вот любуемся Мариенбургским замком изнутри. Какая красота! Сейчас на часах 10 минут третьего. Светло еще на улице, но если вы обратили внимание, уже включили подсветку. И здесь мы увидели магазин сувениров.
и решили зайти. Скажу честно, ни один магазин сувениров мы еще не прошли мимо. Обязательно заходим, смотрим, любопытствуем, потому что из любого города, где мы бываем, из любого замка, который мы посещаем, обязательно привозим открытки и магниты. Вот и здесь нам нужно подобрать открытку и магнит. Вот вам, пожалуйста, символ года пришедшего, год кролика, кролик сидит. И здесь всевозможные сувениры и подарки на любой вкус и цвет, и парфюмерия, и всевозможные украшения. Вот такие веночки рождественские мне очень нравятся, прям по душе. Очень много новогодних игрушек, елки, сувениры новогодние. Вот и Санта-Клаусы стоят, и подушки с совами, и всевозможные елочные игрушки. Чего здесь только нет, и подсвечники, и сапожки. Вот такая красота. Вот такие новогодние елочные игрушки. Вот в таком красивом историческом помещении находится этот сувенирный магазин. Здесь все так красиво, все блестит и сверкает, что невозможно оторвать взгляда от этой красоты. Вот и Милана тоже ходит и смотрит, и тоже любуется, говорит, как все красиво. На самом деле очень красиво. И вот мы уже в замке. Это первое помещение, с которого мы начали свою экскурсию по Мариенбургу. Высоченные сводчатые потолки, да какие еще красивые. На перилах второго этажа гирлянды видим, рождественские венки, украшения новогодние, и елка стоит. Игрушки на елке подобраны в синих, зеленых, желтых тонах, фиолетовых. И у елки сидит павлин с таким шикарным хвостом. Очень красивая елка. И, конечно же, такую красивую елку должен кто-то охранять. Вот вам, пожалуйста, и рыцарь в своих доспехах. А за колонной видим другую елку, не менее красивую. Вот, идем дальше и оказываемся вот в такой загадочной, фантастической комнате, в таком зале. Это настоящий зимний лес. Кругом елки под снегом, пушистые, серебристые, с огонечками. А потолок какой фантастический, загадочный. Совы белые летают. Очень красивая подсветка, просто сказочная. Здесь и олень, и аиста видим, и олененок в кресле сидит, и утки, и грибы даже выросли в этом зимнем лесу. Совы летают, ракушки под потолком. Очень красиво. Вот здесь в таких синих тонах, сказочных, загадочных тонах. Здесь много детей. Все бегают, подняв голову кверху. Всем интересно. Да не только детям, и нам очень интересно. Вот еще одна елочка за камином. Рождественский веночек. А этот уголок выполнен в таких розово-фиолетовых цветах. Очень красивая подсветка, эффектная. Даже говорить ничего не надо. Можно просто смотреть и любоваться. Вот к нам еще и единорог вышел. Вот такой красавец. Идем дальше. И снова перед нами елка. И снова красавица. Красавица. Это выполнено уже в таких мягких, нежных тонах. Бело-розовых, бледно-фиолетовых. И вот в этом помещении поражают своей красотой стены и, конечно же, потолки. Резные красивые потолки.
В следующем зале снова елка и снова другого плана игрушки, другого цвета, но какие все красивые, не повторяющиеся, оригинальные. Вот в каждом зале елка стоит. Посмотрите, какие игрушки. Вот просто говорить ничего не надо. Смотреть и любоваться. Любой уголок этой комнаты очень красиво украшен. Вот на столе, я думаю, стоит королева Мария, а за окном Нижняя Саксония. Вот такой сегодня день. Такой сегодня день пасмурный, хмурый, но настроение у нас отличное. И идем любоваться замком дальше. Вот красивые стены. И внизу отделка тоже деревом этой комнаты. А дальше мы оказываемся вот в таком зале, огромном, просторном, светлом. На стенах картины. Видим шкафы деревянные, резные, украшения на шкафах. На стенах картины, как я уже сказала. Камин украшен рождественскими сапожками, украшениями. Дрова сложены на всякий случай. Мне кажется, поднеси спичку, и он вспыхнет, этот костер. Вот такие красивые картины. Еще один шкаф перед нами красивый. И снова елка, даже две елки. И снова красивенные на них игрушки. Просто не оторвать взгляд. Он какие. А наверху корона. Корона, а на стенах кругом портреты, портреты и портреты. Все стены украшены портретами. И вход в банкетный зал. Огромный, просторный, светлый, с таким шикарным столом. Видим, там ангел ходит. Вот такой стол под белой скатертью. Празднично сервирован, свечи, рождественские веночки, высокие потолки и стены снова в портретах. И в портретах. И снова елка. Снова стоит елочка. Вы знаете, я поймала себя на мысли, перемещаясь из одного зала в другой, что большое внимание уделяю елкам. Но на самом деле, вот здесь даже гобеленовые игрушки были. Вот гобеленовая, кто у нас здесь? Гобеленовая сова, вот гобеленовый шар. Но все настолько красивое. Любуюсь елками, думаю, надо же любоваться и красотой самих помещений. А вот эти елки прям отбирают на себя внимание, честное слово, потому что уж больно они красивые, прям блестят, сверкают, переливаются. А вот вам лисенок гобеленовый в самую натуральную величину. На самом деле красота. Вот. Здесь тоже рождественские украшения. Ой, все красиво, все красиво. И еще одна елка, еще одна елка. Здесь акцент на красном цвете. Красные шары, бордовые шары. И снова портреты. И во главе стола вот такая главная елка. Самая высокая елка в Маринбурге. Вот такая красавица. Вот хочу поближе показать празднично накрытый стол, посуда, сервировка, и свечи, и новогодние шары. Все очень красиво. А стулья какие, и елка, конечно, красавица елка. А здесь какие игрушки. Ой, просто не оторвать взгляда. И каждая елка украшена по-своему. Игрушки не повторяются. Здесь такое место для елки просторное. И сапоги, и цветы, и лягушки, и куклы красивые, и банты. Чего здесь только... А бабочка какая! Ох ты, красота!
и олени. В общем, мы в полном восторге, в полном восторге. Вот, и стрекоза, и понты, и желудь. Ох, ох, ох. И кукла, красивенная кукла.